Вампирская тематика в игровой индустрии использовалась довольно-таки давно, но ее полный рассвет пришелся на нулевые годы. И пока одни играли в вампирский маскарад, отыгрывая Носферату флексящего в клубе, другие кромсали все, что движется, за рыжую прекрасную представительницу полукровного вампирского сообщества в игре Blood Rain, или как я ее еще называю, Приключения Кровосиси Рейн, которая вышла в двух частях и была похоронена долбанутым шизом, снявшим фильмы по этой игре, под 2 пакетиками травы, 75 ампулами мескалина и полной фурой набитой порошком Нив «Морозная свежесть», ибо неизвестно, под какими еще веществами можно было снять эти говнофильмы, утащившие за собой в могилу дилогию про дампиршу. А ведь игры были реально неплохие, занимательной историей и холодцом, с кровавой расчлененкой и холодцом, с красивой героиней в латексном костюме, подчеркивающей ее холодец. Короче, в этих играх холодец имел немалую роль для тогда еще юных геймеров. Но все же, для того чтобы мы не делились между холодцами первой и второй части, начнем, пожалуй, с первой, которая, конечно, по сравнению со второй по многим аспектам сосет, но так как она является отправной точкой в этой истории, то ее и будем рассматривать. Как и все игры в нулевые годы, игра нас встречает с дорого-богато отрендеренной катсцены, демонстрирующей нам главную героиню во всей своей красе, за которой наблюдали загадочные фигуры в капюшонах, оставившие после боя Рейн на крыше послание в виде амулета, приглашающее ее в тайное бримстоунское общество, суть которого заключалась в борьбе со сверхъестественным злом. После, спустя некоторое время, Рейн со своей наставницей Минс отправляется в маленький городок Мортон, в котором появилась какая-то неизвестная болезнь, превращающая местных жителей в мутантов. И на данном уровне игра нам позволяет ознакомиться с геймплейными механиками. А именно с тем, что наша героиня умеет акробатично и высоко прыгать, крутить бочку, кромсать своими лезвиями и расстреливать из различного оружия врагов, попутно делая им сосалити. Также Рейн имеет при себе гарпун, которым удобно хлестать всякую нечисть, ну и как бонус дополнительно притягивать ее к себе. И еще она может проявлять свои кровосисные способности, которые заключаются не только в хорошем умении сосать, но и в виде орлиного зрения, показывающего сквозь стены, где находятся враги и точки, которым нужно двигать свои булки, буллет-тайма, являющимся буллет-таймом, и имбовой способностью в виде кровавой ярости, с помощью которой большинство боссов ложится как нефиг делать. В общем, у нас здесь собран неплохой такой джентльменский набор, способный дать пару интересных вечеров за расчленением нацистов, ибо они играют здесь непосредственную роль во всей этой истории, поскольку именно немцы, а если быть точнее загадочный немец с местной цыганкой, вызвал с помощью ритуала напасть на данный городок, превратив большую часть населения в мутантов, которых пожирали пожилые пауки, распространяющиеся из огромных биомасс, созданных огромной мамкой-павучихой. Я просто положила на тебя глаз. И со всем этим дерьмом, как истинные борцухи со сверхъестественным злом, Рейн нужно разобраться, но без своей наставницы, поскольку ее сожрали прямо перед лицом нашей дампирши. Никого не осталось. Проклятие. В итоге, найдя мамку, прописываем ей пару лоу-киков с помощью кровавой ярости и находим в ее брюхе лишнее ребро, которое против воли Рейн решила в нее воткнуться, отчего героиня немного откисла. После, откуда ни возьмись, появился тот самый загадочный немец и своей шаловливой ручонкой удалил загадочное ребро из дампирши, хотя может и не только его. По итогу, спустя 5 лет, действие игры переносится в Аргентину, на огромную секретную базу Третьего Рейха, в которую Рейн была отправлена тайным обществом в качестве разведчика, и все ради того, чтобы вынюхать инфу о том, чем занимается специально созданный Gegengeist Group, или отдел по борьбе с призраками, или ГГГ, то есть ГГВП и Зелеваю, основанный Юргеном Вульфом, тем самым лысым из Бразерс, удалившим пару ребер протагонистки. Короче, наша дампирша идет узнавать секреты данной организации, попутно устраняя важных лиц из списка, который предоставил Бримстоун. Хотя и не только важных, а всех подряд, кто попадется кровосисе на пути. Снимите ее с меня! Кстати, на этом уровне, когда вы будете расчленять все, что движется, у вас может возникнуть такая ситуация. А куда мне нахуй надо идти? Ибо огромность локаций и одинаковость коридоров может заставить тебя тупо заблудиться. И орлиное зрение с лупоглазым радаром тебе тут особо никак не помогут, поскольку все равно непонятно, каким образом тебе необходимо попасть к нужной точке. И так на каждом уровне.
Но это не единственная проблема, завязанная на левел-дизайне, поскольку у нас есть еще кривая боевка. Конечно, отрубать конечности противникам очень даже прикольно, но импакт от основного оружия, а именно от мечей Рейн, вообще никак не ощущается, из-за чего кажется, что ты не рубишь фрица супер заточенной заточкой, а тупо по нему пошлепываешь. Поэтому большую часть игры я проходил с огнестрелом в связке сосалики. В общем, грустно, но вкусно, поскольку в дальнейшем Рейн встречает пастыря, с которым у нее завязался разговор, немного проясняющий то, чем тут занимается группа ГГГ. А занимаются они тем, что ищут куски тела Белиара, воина Атлантиды, которого, ну так, чисто по приколу, порвало из-за того, что город затонул. В свою очередь, данный боевой поп-трансформер заливал своей паствину и нам в частности тоже, что арийцы как сверхраса являются прямыми потомками жителей Атлантиды, рептилоидов-жидомасонов и Белиара в целом. Да, охуительная история. И после, ради жития на небесе, он трансформировался в бронированный пулемет, который при любом удобном случае съебывал от нас по рельсам в другой конец зала. Поэтому кровавая ярость в данном случае была абсолютно бесполезна. Зато действенный пинок под сраку, как у вашего бати, был очень даже эффективен. И запинав боевой вертолет до смерти, Рейн отправляется дальше по душным одинаковым коридорам базы, пока не встречают новых нациков, зараженных паразитами, которые проникают в жертву через рот, вживляются в ее спиной мозг, получая полный контроль над телом. Короче, глисты на максималках. Притом, после смерти носителя, сама эта тварь продолжает жить, тем самым зомби-фрисов нужно убивать 2 раза подряд, попутно послушивая сасный АСМРчик, ласкающий ушки. И так до тех пор, пока не спускаемся на самое дно, а именно в шахту. Конечно, перед этим у Рейн на пути стояли еще 2 босса, но по сути их мы выносим как обыкновенный мусор с помощью старой доброй кровосисной ярости. В самих шахтах все довольно-таки скучно, ибо нам приходится бегать туда-сюда за взрывчаткой-детонаторами. И все ради того, чтобы расчистить завалы, ведущие в гнездо мегаглистов, в котором находился желанный для нациков артефакт, и моя очередная попа-боль в виде платформинга, поскольку данная локация вся состоит из этих элементов, с которыми у Рейн есть определенные проблемы, ибо она что-то перелетает, или не долетает, или тупо не прыгает, отчего у меня складывалось ощущение, что я играю не за ловкого дампира, а за тяжело управляемое полено. И после всех этих мучений находим этот злосчастный артефакт, представляющий себя череп Белиара, а если быть точнее его глаз, который Рейн также в себя втыкает, как и ребро, получая при этом не откисание, а новую способность в виде фокусировки зрения, абсолютно бесполезной и используемой мной пару раз за игру. Короче, говной воняет от этого глаза. А дальше, после получения артефакта, Рейн срывает это гнездо, выбирается на поверхность и встречает аугментированного арийского Гачимучи по прозвищу Молотила, поясняющего нам за то, что байка про Атлантиду является полной лажей, и по факту Белиар это сам дьявол, который вел постоянную зарубу с Мефистофелем за свою власть. В конечном итоге Белиар был повержен, но не убит, ибо он был бессмертным. Поэтому Мефистофель разорвал его тушку на куски и разбросал по миру. Ну а нацики решили пособирать эти гнилые куски мяса и возродить прошлого повелителя ада. Однако для полной его сборки не доставало еще одной детали в виде сердца, которое находилось в замке Гауштадт, куда, кстати, и направился Вульфик, собравший в себя уже множество кусков Белиара. Одна история охуительней другой просто. В общем, дослушав еще одну офигительную историю, отрихтовываем Гачи задницу брейкдансом. И отправляемся в Гауштадт, где помимо немцев у нас еще появились древние вампиры, которые настолько жестки и суровы, что смогут снести полную шкалу здоровья, тупо идя на вас. А еще у них соски все проколоты. Фу, блядь! Однако игра под конец решила нас удивить не только проколотыми сосами, но и возможностью поуправлять во всех смыслах кривым роботом. Благо это всего лишь один такой момент, поэтому не так уж все ужасно. В отличие от следующего момента, а именно от неожиданного поворота в виде выжившей Минз, которая подрабатывала у Вульфика. Вот сука. Шлюха! Поэтому Рейн решила спросить, чё почем, прописал своей наставнице кровавых пиздюлей, от которых та свалилась в пропасть. Затем мы наблюдаем за садомазой вечеринкой, в которой принимаем непосредственное участие. И там же встречаем еще одного коллекционера золотых белярских зубов по имени Гедракс, преследовавший ту же цель, что и Вульфик, а именно гнилое сердце.
Хрен знает, зачем оно ему понадобилось, но было ясно одно, что он тоже ебанутый. И степень его ебанутости выражалась в том, что он у всех подряд жрал мозги, чтобы найти разгадку к данной загадке. Хрен, правда, знает какой. Данного босса одолеть достаточно просто, но не традиционным способом, ибо он как гидра, от каждого отрубленного куска становится больше в количественном выражении. Поэтому мы тупо ломаем палки, проваливаем пол и окунаем его в воду, так как в воде вампиры жить не могут, из-за чего начинают красиво гореть. Однако мы утопили его копии, а сам оригинал благополучно сделал Себастьян. Ну а Рейн через Бибу и Бобу, забитых кровавой яростью, делает Себастьян неожиданный поворот неожиданного поворота, в которой Мин снова воскресла и рассказала Рейн, что она все это время была двойным агентом и собирала для нас инфу, а потом она снова сдохла, только теперь наверняка. Помянем Мин земельным бетоном. И под конец этой истории наша главная тройка собирается в одном месте. Кедракс, нашедший сердце, превращается в Белиара, а Вульф просто остается Вульфом, которого первым делом зажимаем к стенке и запинываем под кровавой яростью. А вот с Белиаром все намного поинтереснее, так как ему нужно бить в одно только место, а именно в его сердце. И это единственный по сути момент, когда может пригодиться фокусировка зрения. Поэтому запрыгиваем на выступ в зале и расстреливаем его сердце. А после нам показывают катсцену, где Рейн посылает поверженных противников нахуй и пинает застывшее сердце в пропасть. И все же, что же можно сказать о первом похождении Кровосиси Рейн? В принципе, игра получилась довольно-таки хорошей. Конечно, без косяков она тут не обошлась, как в плане левел-дизайна, так и геймплея с игровым балансом, но все же в игрулю до сих пор весело играть, а это самое важное. Так что, если кому интересна вампирская тематика, с расчлененкой и возможностью отсасывать, то вам данный продукт может и приглянуться. Ну а я на этом моменте с вами буду прощаться. Возможно, в будущем я сделаю обзор на второе похождение Кровосиси Рейн, а может и на что-то другое. Поэтому предлагайте в комментариях, на какую именно игру мне стоит обратить свое внимание. И может быть следующее видео будет посвящено вашему выбору. И еще, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Всем удачи и до скорых встреч!